Очень сложно было объяснить нашему правительству, что такое киберспорт и как это вообще может быть спортом. Как и касательно большинства индустрий, все, конечно, в основном сосредоточено вокруг столицы, Москвы. В Quake, собственно, начиналась вся вот эта киберспортивная тема. И вот мы в 2000 году заняли первое место. Это было и в России очень большой такой. В Европе о нас заговорили, и вот с той поры каждый год или какая-то команда российская, или какой-то игрок считался серьезным фаворитом на чемпионство на самых разных соревнованиях. Россия стала первой страной в мире, которая признала компьютерный спорт именно спортом. Однако все-таки Россия достаточно специфическая страна, и именно основную поддержку мы все-таки рассчитываем получать со стороны государства. Дело в том, что большинство ребят, которые с нами тогда начинало это движение, они были молодые, и, естественно, у них был определенный антагонизм ко всему бюрократическому. Буквально через несколько лет мы потеряли статус официального вида спорта. В истории российского киберспорта было два периода, когда киберспорт признавали официальным видом спорта, но два раза отзывали признание. В России поддержка государства была не такой значительной, и всегда киберспорт оставался долгое время и очень долго из этого периода выходил, когда это было на уровне игрушек детских и не воспринималось всерьез. То есть даже сейчас, если спросить там у людей на улице, они скажут, что это глупость, игрушки и ничего серьезного. Многие команды, начинающие организации, они не могут еще выйти на уровень самоокупания. То есть деньги ты вливаешь, и неизвестно, когда будет результат. И опять же, даже если все грамотно делать. В данный момент бизнес и частный сектор являются главными двигателями киберспорта в стране. И самый яркий пример, наверное, про который все знают, что Алишер Усманов вложил $100 миллионов в организацию eSforce. Показывать людям, что это востребовано. То есть, когда происходит какая-то крупная инвестиция в киберспортивную команду или киберспортивный проект, обычные люди начинают задумываться, и раз кто-то такие суммы инвестирует, значит, это сейчас нужно, и что это развивается, и уже более серьезно относятся к таким вещам. В достаточно юном возрасте, не думая о том, что будет дальше, наши геймеры, они полностью отдавались игре. Последние 5 лет мы провели колоссальную работу, направленную на то, чтобы вернуть официальный статус нашему виду спорта. Достаточно большое количество инициатив у нас по популяризации киберспорта в стране. Выступаем на различных крупных форумах, как российских, так и международных. Достаточно большой фокус у нас сейчас на образовательные программы. Также планируем внедрять в российские ведущие вузы высшее образование или бакалавриат по нашей специализации. В первую очередь мы начали работать с психологами, которые подтверждали, что компьютерный спорт не во вред психическому состоянию человека, что это не вызывает агрессию, а наоборот позволяет этой агрессии выйти из человека спокойным образом. Обвешивали ребят датчиками во время соревнований. Выяснилось, что в момент финальной игры человеческий организм мобилизуется примерно так же, как в забеге на 100-метровку. Это тоже легло в основу доказательств того, что это является видом спорта. В этом году буквально 2 месяца назад получили официальную аккредитацию, и Федерацию компьютерного спорта России приравняли ко всем традиционным видам спорта – футболу, баскетболу, хоккею. Никто не понимал как, но вся страна ходила на ушах. Сейчас совершенно другой подход, и такого действительно раньше не было. То есть, в моем понимании, это, наверное, первое рождение.